тот момент, когда невеста потеряла сознание у алтаря, никто не понял, что произошло. То, что должно было быть счастливейшим днем в жизни двух любящих людей, обернулось хаосом и паникой. Артур, 35-летний успешный бизнесмен, стоял у алтаря в ожидании своей невесты, Стеллы. Он готовился к этому дню 3 года, с того момента, как понял, что нашел ту самую. Его отец, Педро, седой и строгий мужчина, пытался сдержать растущее напряжение, но в его сжатых кулаках и поджатых губах читалось беспокойство. В первом ряду сидели сводная сестра Артура, Марисса, и его мачеха, Сильвия. Обе в дорогих платьях, безупречные, как на обложке глянца, но с лицами, лишенными теплоты. Их взгляды скользили по происходящему с выражением, близким к отстраненному неодобрению. Стелла появилась в дверях храма Святой Каталины, сияя в белоснежном платье. Она держала в руках букет роз, который ей передали буквально за секунды до выхода. По бокам ее сопровождала сестра, Эстель, известная журналистка, чьи статьи о социальной справедливости принесли ей уважение и врагов. Слезы на ее лице были настоящими. За Стеллу, за этот день, за надежду. Стелла сделала несколько шагов по ковровой дорожке. Но вдруг почувствовала жжение в ладонях. Оно быстро усилилось, распространяясь по рукам и превращаясь в болезненное покалывание. «Наверное, нервы», — подумала она, пытаясь улыбнуться. Однако тело стремительно теряло силу. Все стало ватным. Потемнело в глазах, и она рухнула. Артур бросился вперед и поймал ее, прежде чем она ударилась об пол. Цветы рассыпались. Гости вскочили с мест. Эстель, прорываясь сквозь толпу, кричала: «Вызовите скорую! Немедленно!» Пока врачи мчались, Стеллу унесли в закулисье храма. Она была без сознания, но пульс сохранялся. Артур держал ее руку и не отпускал. Его лицо побелело. Отец подошел, положив руку ему на плечо. «Мы рядом, сын, что бы это ни было». В больнице, спустя несколько мучительных часов, Стелла пришла в себя. Лежа на белоснежных простынях, она увидела рядом Эстель и Артура. Их тревожные лица немного расслабились, когда она открыла глаза. Врач вошел следом. «У вас была сильная аллергическая реакция. На коже были следы контакта с токсичным веществом. Хорошо, что скорая прибыла быстро». «Токсичным?» — переспросила Стелла, пытаясь приподняться. «Это от букета. Мне его только что передали. Я не знаю, кто». Эстель переглянулась с Артуром. «Я отвезу этот букет в полицию», — сказала она твердо. Вернувшись в храм, они обнаружили букет в вазе у алтаря. Один из уборщиков, Луис, держа его, пожаловался на странное покалывание в пальцах. Он согласился поехать с ними в участок. Офицер Гомес приняла заявление и отправила букет на токсикологический анализ. В токсикологической лаборатории офицер Гомес смотрела на букет через стекло. Специалист в белом халате, доктор Альварес, аккуратно снял перчатки, подошел и тихо произнес: «Это не просто аллергия. На лепестках микрокристаллы вещества, похожего на порошок гликозидин-Р. Он содержится в соке Цербера одоллам. Его еще называют самоубийственное дерево». Гомес подняла бровь. «И кто у нас здесь любитель ботаники из Южной Индии?» «Это не шутка», — продолжил Альварес. «Яд воздействует через кожу. В высоких дозах паралич, сердечный приступ. Ей повезло, что реакция началась быстро. Это и спасло». Гомес сделала пометку в блокноте. «Курьера уже ищем. Но теперь понятно. Это было покушение». Курьера Рауля задержали в ту же ночь. Молодой, растерянный, с дрожащими руками, он сидел в допросной. Перед ним лежала фотография букета.
«Мне просто сказали посыпать цветы порошком, якобы для свежести», — заикался он. Женщина в черном. Очки, перчатки. Я не видел лица. Голос холодный, властный. «Как тебя нашли?» — настаивала Гомес. «Через сайт доставки. Но там фейковые контакты. Мне перевели деньги на карту, потом сразу заблокировали номер. Это были 200 евро. Я не знал. Клянусь, не знал, что это яд». Гомес переглянулась с коллегой. «Проверь камеры возле компании Артура. Может, таинственная леди в черном оставила след». Записи с камер наблюдения у парковки действительно показали женщину в темных очках и широкополой шляпе. Лица не видно, но поведение настораживало. Она смотрела по сторонам, пряталась за колонной, разговаривала по телефону, прикрывая рот рукой. Позже анализ ДНК с найденного в машине Рауля волоса дал точный результат. Это была Мариса. Офицеры пришли в дом Артура с ордером. Его сводная сестра пыталась сохранять хладнокровие, но ее глаза метались. Артур сам открыл ноутбук сестры и отнес его своему другу Джеку, специалисту по кибербезопасности. Внутри они нашли все: переписку между Сильвией, Марисой и подставной фирмой, заказ доставки букета, инструкции Раулю, схемы переводов на офшорные счета. Вся схема лежала перед ними, четкая, продуманная и бесчеловечная. Педро, узнав об этом, едва не лишился чувств. Вечером, встретив Сильвию в доме, он прошел к ней с выражением почти спокойным, но только внешне. «Ты пыталась убить невесту моего сына? После всего, что я для вас сделал?» Сильвия долго молчала, затем, будто в прострации, прошептала: «Ты ничего не понимаешь». И, схватив ближайшую вазу, ударила его по голове. Он выжил. Соседи вызвали полицию. Сильвия пыталась скрыться, но ее задержали. Марису схватили на следующий день. На суде обе отрицали вину. Адвокаты выдвигали версии. И под тяжестью улик Мариса дрогнула. Когда в зале прозвучала запись ее голоса, фраза, вырезанная из переписки с Раулем: «Посыпь, и все будет чисто», она вспыхнула. «Она недостойна быть частью нашей семьи», — выкрикнула Мариса. «Мы пытались защитить Артура от нее, от ее дешевой показной добродетели». Судья постучал молотком. В зале повисло напряжение. Сильвия сидела рядом, не поднимая глаз. Когда судья спросил, признает ли она свою вину, она лишь медленно кивнула. Обе были приговорены к 15 годам лишения свободы. Прошло полгода. Свадьба все же состоялась. На том же месте, в том же храме. На этот раз букет выбирала Эстель. Флористка Паола проверила каждый лепесток. Когда Стелла вновь пошла по проходу, ее глаза светились. Артур стоял у алтаря. Тот же, но измененный. Он держал себя ровно, но в его взгляде теперь было больше, чем любовь. Там было уважение, сила и вера в ту, что рядом. Педро сидел в первом ряду. Седой, постаревший, но спокойный. Он поднял бокал на приеме и сказал: «Семья — это не фамилия. Это любовь. Только она и есть настоящая». И в тот день никто не упал. Ни от яда, ни от страха. Только от счастья, в объятия друг друга. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.